Доброе утро, зрители stopgame.ru. Вы смотрите InFact. Одна из грядущих новинок, претендующих на место Overwatch под названием Concord, обзавелась свежим ворохом подробностей. Так, стало известно, что на старте игроков ожидают 16 персонажей, 12 карт и аж 6 режимов с расчетом на стычки 5 на 5. Среди них охота за трофеями, подразумевающая преследование соперников и отжимание у них жетонов, ликвидация, где очки выдают за устранение вражеских фриганнеров, в режиме захват территории, название говорит само за себя, схватки, чтобы победить, необходимо будет отыскать и защитить обозначенную зону на карте или разбить команду противника. Искать и захватывать зоны также придется в режиме поиски сигнала, только здесь нужно будет еще уложиться под таймер. И, наконец, гонка за грузом, типичное сопровождение тележки. Кроме того, в Concord имеется особая доска найма, где публикуются ежедневные задания, выполняя которые игроки будут разблокировать лорные записочки. Релиз игры намечен на 23 августа, платформы ПК и PS5, но будет и подсер в виде обязательного наличия аккаунта PSN. Журнал Famitsu опубликовал интервью с продюсером серии Silent Hill Мотои Акамото, и благодаря этому стали известны новые детали о ремейке второй части. Оказывается, арт-директор Масахиро Ито и композитор Акира Ямаока хотели, чтобы в новой версии второй СХ было больше изменений, но Bloober Team настояла на решении держаться ближе к первоисточнику. Продюсер сказал, что поручи они разработку японскому коллективу, игра вышла бы совершенно иной. Сражения в ремейке не станут главным элементом геймплея. Более того, первая схватка с монстром случится позже, чем в оригинале. На основе отзывов Bloober переделала стартовую заставку и анимацию медсестры, а также отказалась от идеи состарить Джеймса и вернула ему относительно молодой облик после негативной реакции на первоначальную версию героя. Обновленная Silent Hill 2 намерена напустить тумана 8 октября на ПК и PlayStation 5. Свято пусто, место тесто. Короче, Джефф Килли оперативно подсуетился, и место почившей E3 быстренько заняла Summer Game Fest. Но все мы видим только то, что нам позволяют увидеть на шоу, а вот что творится за его кулисами, остается только догадываться. Немного приоткрыть завесу тайны решил один из авторов издания Esquire. Первое, что удалось выяснить, это расценки для трейлеров. Так, слот в 1 минуту в основной трансляции стоит 250 тысяч зеленых, и каждые полминуты сверху оплачиваются еще сотни тысяч долларов. И это вообще-то дорого, особенно для инди-студий. Но вот крупные компании говорят, что Summer Game Fest отлично отбивается. Джеффа Килли периодически критикуют, к примеру, за то, что на последней The Game Awards разрабам не дали достаточно времени для благодарственной речи. Однако те, кто лично работал с Джеффом, говорят о нем только хорошее, и что он всегда старается сделать наилучшее шоу. Подробнее с материалом можете ознакомиться по ссылке в описании. Summer Game Fest стартанет уже сегодня в полночь по МСК. Вот и поглядим, как Килли справился на этот раз. Тут, кстати, по сети пробежала пара слухов насчет готовящихся анонсов. Инсайдер Билл Белкун сообщает, что на фестивале покажут Lego Horizon Adventures, а некто Кураказис нашептал, что компания 2K принесет с собой новую Borderlands. Но чего гадать, приходите вечером на наш стрим, узнаем правду вместе. Ну что, ребят, не будет никакой Dragon Age Dreadwolf, а будет Dragon Age The Veilguard. BioWare заявила, что меняет название игры, потому как решила подчеркнуть основной акцент, ведь в центре игры не враги, а наш герой и его спутники. Своего персонажа можно будет создать самостоятельно, компаньоны обзаведутся собственными подробными историями, а всего их будет 7. Геймплей обещают показать 11 июня в 18:00 по московскому времени, и это будет не какой-то там короткий тизерок, а 15 или даже больше минут чистого игрового процесса изначального сегмента. Вы спросите, а что это за Veil такой, что его необходимо гардить? А The Veil во вселенной Dragon Age — это незримый барьер между реальным миром и так называемой тенью, из чего делаем вывод, что наш герой должен стать стражем этого барьера, а зловещий волчара, ранее красовавшийся в подзаголовке новой Драгонаги, этот самый барьер попытается разорвать. Если верить сведениям из финансового отчета Electronic Arts, Dragon Age The Veilguard должна выйти до марта 2025 года.
Летний апдейт настиг Hogwarts Legacy. Это первая, более-менее крупная обнова со свежим контентом со времен релиза. И по словам журналиста Джейсона Шрайера, на этом авторы не остановятся и уже готовят для игроков целую режиссерскую версию, о которой, впрочем, ничего не известно. Кроме того, что над этим Снайдер-катом работает студия Rocksteady. Есть мнение, что раз пришлось подключить аж еще одну целую студию, нового контента навалят щедро. Ну или нет, ох уж эти слухи и догадки. Тот же Шрайер выкатил и масштабное расследование о том, как разрабатывалась Suicide Squad Kill the Justice League. По его словам, после Batman Arkham Knight основатели Rocksteady хотели заняться мультиплеерной головоломкой, но ее отменили в пользу отряда самоубийц, так как эта тема показалась им более перспективной. А тут еще и издатель в лице Warner Bros. Стала продавливать идею сделать из проекта игру-сервис, потому что Fortnite, потому что за сервисами будущее, ну и вот это вот все. Rocksteady уговорилась и понеслась. Над подобными штуками студия раньше не работала, поэтому видение постоянно менялось. Жесткий перфекционизм главы команды и жанровые сдвиги только душили разрабов. В итоге много лишнего времени было потрачено на эксперименты с механиками, которые по итогу в игру так и не ввели. Соответственно, и релиз постоянно сдвигался. Ну а результат мы с вами знаем. Материал у Шрайера получился объемный, подробнее читайте статью по ссылке. На следующей неделе в Helldivers 2 появится набор премиальных штук Змеи Командос, но после этого разработчики сбавят темпы по выпуску свежих батл пассов. Arrowhead хочет уделять контенту больше времени в угоду качеству. Изменится и принцип, по которому будут отбираться позиции для будущих наборов. Это должно освободить место для других типов предметов и более качественных видов снаряжения, так чтобы в игре больше не появлялись бесполезные пушки и беспонтовая броня. В наборе Змеи Командос разрабы постарались выдержать единую тематику, дабы содержание контентной добавки было тесно связано с джунглями. По словам комьюнити-менеджера, это самый мощный набор на данный момент. Оценить его заядлые адские водолазы смогут 13 июня. А за пару дней до DLC получит Metroidvania Bloodstained Ritual of the Night. Дополнение Dominic's Curse будет посвящено экзорцисту Доминике. События стартуют после финала основной кампании. Доминика намерена украсть силу Баэля, чтобы сбежать из Лимбо в мир смертных и отомстить. Геймплейно это будет линейный платформер, но авторы обещают открытую карту в духе второй Castlevania. DLC стартует 11 июня. Ну и завершим выпуск нашей пятничной традицией. Косари – мощный познавательный пост с глубоким погружением в историю научной фантастики выкатил товарищ Ратон. Работа получает титул лучшего блога недели, а ее автор – двойную косарямбу. Вторая же награда достается друже Just MK, который поведал о забытой дилогии меха-экшена Mech Assault, достойном эксклюзиве для самой первой консоли Xbox. Поздравляю, и как всегда не забывайте чекать личку на сайте stopgame.ru. Там же, кстати говоря, можно прочитать еще больше новостей, ознакомиться с расписанием ближайших стримов и заценить регулярно пополняющуюся библиотеку с материалами от наших авторов. Желаю отлично провести выходные и услышимся!